Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт пирожков. Сегодня у нас будут замечательные еврейские пирожки. Очень быстрый рецепт, бездрожжевое тесто. И пирожки получаются замечательные, хрустящие. Никто даже не поверит, что это тесто не слоеное. И этот рецепт, опять-таки, из наших старых 80-х годов. Меня их научила, мне, вернее, этот рецепт показала моя соседка, опять-таки, Фрида Мироновна. И этот рецепт очень прижился у нас дома. Пирожки замечательные, мои дорогие, совсем не требуют они много усилий. И, как я вам уже сказала, они очень похожи на слоеные пирожки. Можете их приготовить с картошечкой, как сегодня я вам показываю по классическому рецепту. Но в классике идет еще туда жареный лук, а сегодня я вам показываю без жареного лука. Можно сделать с капустой, можно сделать с мясом. Получается со всеми начинками, они очень-очень вкусные. Очень долго не черствеет, а на следующий день их можно прекрасно подогреть на сухой сковородочке. Попробуйте сегодня испечь эти пирожки именно по моему рецепту. Я вам покажу сегодня все маленькие-маленькие секретики. Как сделать тесто, чтобы оно было по максимуму похоже на слоеное. Как сделать, чтобы они буквально рассыпались в руках и во рту. И как их сделать очень-очень вкусными и нежными. Ну что, мои дорогие, начнем готовить. Начнем печь замечательные пирожки еврейские, кнышики. Сегодня, мои дорогие, мы начинаем, конечно, с начиночки. Для начинки нам нужно будет отварить картошку. Здесь у меня приблизительно 600 грамм картофеля, уже очищенного. Я его заливаю холодной водой и ставлю на плиту. Как только картошка уже у нас готова, мы ее перекладываем в другую посуду. И нужно будет сделать пюре. Добавляю 1 чайную ложечку соли, не полную, но соль, конечно, по вкусу. Добавляйте пол чайной ложечки, а потом уже добавляйте по вкусу. Черный перец. Опять-таки, если хотите. И толкушкой просто-напросто нужно будет помять картошечку. 50 грамм сливочного масла добавляю. Сюда, конечно, в идеале нужно поджарить лучок и добавить жареный лук. Но так как у меня дома жареный лук в пирожках никто не любит, поэтому я делаю без лука. Если вы будете обжаривать лук, то уже сливочное масло не добавляйте в пюре. И оставляем начинку, чтобы она остыла хорошенько. Для теста нам нужно будет взять 200 мл воды, вода комнатной температуры, 1 чайная ложечка без верха, без горки соли, 100 мл растительного масла и 1 полная столовая ложка уксуса. Уксус берем или 9%, или 6%, или яблочный, или виноградный. Перемешиваю хорошенько и начинаю добавлять муку. 450 грамм муки, мука у меня уже просеянная. Я буду добавлять муку 2 этапами. Вам лучше всего добавлять муку 3 этапами. Потому что у всех мука разная. И чтобы у вас не получилось очень крутое тесто, добавляйте 3 частями муку. Я просто этот рецепт уже у меня проверенный именно на моей муке. И поэтому я добавляю сразу 450 грамм муки. Замешиваем тесто очень быстренько. Собираем просто-напросто тесто в один ком. Его не нужно вымешивать на столе до идеальной гладкости. Тесто не должно липнуть к рукам. И оставляем его отдохнуть буквально на 15-20 минут. Рабочую поверхность нужно будет или припудрить мукой, присыпать мукой, или крахмалом. Делим тесто на 4 части. На крахмале всегда тесто раскатывается легче, но с этим тестом у вас не будет проблем. Тесто очень легко раскатывается. Я даже крахмал сегодня зря подсыпала. Не нужно было насыпать мне его, но ничего. Подкатываем вот такие 4 шарика делаем. И теперь нужно будет каждый этот шарик раскатать. Раскатывать нужно тоненько, мои дорогие. Тоненько-тоненько, как только можем. Первый секретик я вам уже показала. Добавила столовую ложку уксуса в тесто. Это нам даст хрупкость и нежность нашему тесту. Вот так я раскатала первый кусочек 40 на 30 сантиметров у меня. И видите, он почти прозрачный. Здесь у меня 50 грамм сливочного масла, очень мягкое у меня масло, и я его делю приблизительно на 4 части. Масло мягкое. И теперь вот этот один кусочек нужно будет на первый пласт просто-напросто размазать такой тоненькой-тоненькой пленочкой масляной. Так как масло мягкое, размазывается очень-очень легко. Самое главное, после того, как вы замесили тесто, дать ему отдохнуть хотя бы 20 минут.
И теперь кладу начиночку. Начиночку кладем вот именно таким образом, где-то приблизительно по полторы чайной ложечки. Или по такой полной чайной ложке нужно будет положить. Оставляем расстояние между начиночкой и сворачиваем рулет. Вот таким образом. За счет того, что мы смазали пласт теста сливочным маслом, оно у нас будет очень-очень слоистое. Сворачиваю рулетиком. И теперь у вас два выбора. Или же порезать ножиком, или вот так рукой, как я. Если режете рукой, то тесто склеивается. Видите, краешек я отрезаю, он лишний. Потом я его соединю с другим кусочком. Для гарантии я еще чуть-чуть закрываю, прижимаю краешки и делаем вот такую дырочку. Вот точно таким же образом. За счет этого краешки соединяются у нас. Видите? Прижимаю чуть-чуть. Снова переворачиваю и делаю вот такую дырочку. Таким образом нам нужно будет раскатать все 4 кусочка теста и завернуть вот такие прекрасные пирожки. Пирожки я перенесла на противень. Противень уже застеленный у меня бумагой пергаментной. Здесь я разбила одно яйцо и добавляю 1 столовую ложку молока. Молоко можете заменить водой. Хорошенько нужно будет размешать и смазать все пирожочки. Пирожки можно будет посыпать кунжутом, можно посыпать маком. Я их всегда посыпаю с одной стороны только маком. Так мне больше нравится. Можете даже и ничем не посыпать. Духовку нужно будет разогреть очень хорошенько. Здесь у меня мак, и я посыпаю 1 половинку, как я вам уже сказала. Духовку нужно будет разогреть очень хорошо. Если у вас духовка с конвекцией, то на 190 градусов нужно будет выпекать. А если у вас без конвекции, то на 200 градусов. Пирожки у меня выпекались сегодня ровно 25 минут. Их не нужно запекать до такого темного цвета. Они должны быть вот такие, светло такие, розовенькие, как вам сказать. И посмотрите, какие они внутри получаются. Слоистые, хрустящие, бесподобные. Я уверена, вам всем понравятся эти пирожки, потому что рецепт этот без заморочек. Очень вкусный, очень легкий. Начиночку, как я вам уже сказала, вы можете изменить. Можете сделать с мясом, можете сделать с капустой. Видите, какие они хрустящие у нас. Мало теста и много начинки. Получается вкусно, мои дорогие, попробуйте. И экспериментируйте с начинкой. Я вам сегодня показала классический вариант. Ну что, будем прощаться. Заходите ко мне в гости. Сегодняшний рецепт очень легкий, а впереди очень-очень много всего-всего вкусного. До новых встреч. Всем приятного чаепития, приятного аппетита. Пока-пока. Всех люблю.